«Нам нужно вести войну», заявил Дональд Трамп на встрече с представителями горнодобывающей отрасли. Адские санкции Линдси Грэма приняты в Сенате. Дело осталось за Конгрессом и Дональдом Трампом. Почему соглашение Турции, Саудовской Аравии и Пакистана сравнивают с 5-й статьей НАТО? Как на него может отреагировать Иран и означает ли это ослабление роли США в регионе? Зеленский впервые прибыл с официальным визитом в Сербию. Вучич все активнее сближается с Киевом и Брюсселем. Москвичи напуганы громким звуком, похожим на взрыв. Специалисты говорят, это всего лишь самолет. В Армении начался суд над священнослужителями. А в соцсети X ажиотаж, вызванный прической Дональда Трампа. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент Дональд Трамп в пятницу 7 августа заявил, что его администрация объявляет о серии проектов в горнодобывающей отрасли общей стоимостью $3 миллиарда. За последние 18 месяцев наша администрация подписала или одобрила более 160 соглашений в сфере минеральных ресурсов на сумму почти $40 миллиардов. И сегодня Соединенные Штаты открывают новые шахты и рудники самыми быстрыми темпами с 1950-х годов. Никто не видел ничего подобного. И это касается также автомобильных заводов, искусственного интеллекта и многих других видов производств. Кроме того, сегодня моя администрация объявляет о серии исторических проектов в горнодобывающей отрасли стоимостью $3 миллиарда, которые создадут тысячи рабочих мест и будут способствовать нашей экономической стабильности и безопасности. Управление стратегического капитала Министерства войны подписывает крупное кредитное соглашение на $1,4 миллиарда с Sila Nanotechnologies для строительства в штате Вашингтон предприятия по производству аккумуляторов нового поколения с использованием ресурсов, которые находятся прямо у нас под ногами. Для производства редкоземельных магнитов. Магниты нужно делать ставку на магниты. Это хорошее направление. Всем стоит заняться магнитами. Они нам действительно очень нужны. Моя администрация берет на себя беспрецедентные финансовые обязательства по поддержке наших учебных заведений, готовящих специалистов для горнодобывающей отрасли. Это поможет нам оставаться молодыми и энергичными. Учебные заведения обратились к нам с просьбой выделять $10 миллионов в год. Вместо этого я рад объявить, что мы предоставляем $100 миллионов на подготовку нового поколения американских горняков. И многие из вас сейчас находятся здесь, в этом зале. Знаете, ранее в этом году мы провели министерскую встречу по критически важным минералам. Мы собрали страны со всего мира, чтобы объявить о создании партнерства под названием Forja. Это международное партнерство под руководством Соединенных Штатов, призванное использовать государственное финансирование и координировать дипломатическую поддержку для обеспечения надежности этих цепочек поставок по всему миру. На этой встрече мы подписали 11 новых соглашений с другими странами по критически важным минералам в дополнение к уже существовавшим. На сегодняшний день при вашей администрации мы уже подписали 27 соглашений по критически важным минералам с другими странами. Во время встречи Трамп также неожиданно попросил участников выступать короче, заявив, что ему нужно уйти раньше, поскольку, по его словам, нам нужно вести войну. При этом Трамп не уточнил, о какой именно войне идет речь. Я не знал, что здесь будет так много людей. Так я проведу здесь весь день. Если сможете говорить покороче, буду признателен, потому что нам нужно вести войну. Хорошо? Это мое оправдание, чтобы уйти отсюда немного пораньше. Но свою часть работы я выполнил. В том смысле, что мы тратим сотни миллионов и даже миллиарды долларов на возрождение вашей отрасли. И нам нужна ваша отрасль. Мы не делаем вам одолжение. Мы делаем это для самих себя. Нам нужна ваша отрасль. Люди раньше об этом не говорили, но она нам действительно нужна. 86 за, 11 против. После более чем года споров и переговоров Сенат США одобрил один из самых масштабных за последние годы законопроектов об усилении экономического давления на Россию. Документ получил название «Закон Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана 2026 года» в честь умершего в июле республиканского сенатора Линдси Грэма, который был одним из главных авторов инициативы. Законопроект теперь отправляется в Палату представителей. И только в случае ее согласия попадет на подпись Дональду Трампу. Я выступаю сегодня и считаю большой честью вновь заявить о своей полной поддержке закона Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года. Мой покойный брат Линдси был экспертом по внешней политике и национальной безопасности. Он также был миротворцем, который стремился положить конец конфликту в Украине. Он неустанно работал ради достижения этой цели. Линдси 10 раз посещал Украину, пытаясь добиться прекращения этой войны. И несмотря на непоколебимую решимость украинского народа сопротивляться, Россия отказывается остановиться. Во время своей последней поездки в Украину Линдси продолжал работать над достижением мира.
Он понимал, что предоставление президенту Трампу инструментов, предусмотренных этим законопроектом, поможет подтолкнуть Россию к столу переговоров. Это было его целью с самого первого дня. Все мы знаем о колоссальном кровопролитии. Более 4 лет Путин разрушает жизни обычных людей, похищая десятки тысяч украинских детей и совершая невыразимые злодеяния. Война против Украины финансируется прежде всего за счет доходов, которые Россия получает от продажи энергоносителей. Без этих доходов ее возможности финансировать войну были бы серьезно подорваны. Этот законопроект бьет по Путину там, где это наиболее болезненно. Он содержит положения, направленные непосредственно против тех, кто поддерживает российскую войну в Украине. Этот законопроект заставляет ключевые страны, которые поддерживают российскую экономику на плаву, сделать простой, но крайне важный выбор. Выбор между ведением бизнеса с Америкой и покупкой дешевых российских энергоносителей. Этот закон дает понять покупателям российских ресурсов: Соединенные Штаты Америки не будут бездействовать, пока они финансируют путинскую агрессию. История этого закона началась еще 1 апреля 2025 года. Тогда Линдси Грэм вместе с демократом Ричардом Блюменталем представили в Сенате. Параллельную версию внесли и в Палате представителей. Первоначальный проект был значительно жестче принятого сейчас. Если Москва отказывалась вести переговоры о мире с Украиной, нарушала достигнутое соглашение или предпринимала новую попытку подчинить украинское государство, закон требовал ввести масштабные финансовые и персональные санкции. Но главным инструментом должны были стать тарифы. В первоначальном варианте речь шла как минимум о 500% пошлины на российские товары и услуги, поступающие в Соединенные Штаты. Аналогичные тарифы предлагалось устанавливать и на импорт из государств, которые продолжали закупать российскую нефть, нефтепродукты или уран. Кроме того, предусматривались санкции против российских государственных банков и иностранных финансовых организаций, работающих с ними, а также ограничения против руководства России, военных компаний оборонного сектора и структур, связанных с Росатомом. Я даже не буду пытаться изображать Линдси Грэма. Скажу лишь то, что он сказал мне в одном из наших последних разговоров. Это чертовски важное дело. Мы все хорошо поработали. Все мы здесь были частью одной команды, двухпартийной команды, и добились этого убедительного результата. 86 голосов против 11. Президент Зеленский следит за этим в Украине. Владимир Путин следит за этим в Москве. Мне хочется верить, что Линдси Грэм тоже наблюдает за нами и гордится тем, что мы сделали. Потому что сегодня мы посылаем Владимиру Путину четкий сигнал. Вы не выиграете эту войну. Пора садиться за стол переговоров ради мира. Ваша экономика, которая уже находится в тяжелом положении, будет задушена, практически разрушена за счет перекрытия потока доходов от продажи российской нефти и газа. Эти санкции и тарифы, подобные удару кувалды, ударят по всем, кто способствует этой кровавой, преступной, агрессивной войне против храброго и свободного народа. А народу Украины мы говорим: мы с вами. Мы будем стоять вместе с вами. Мы предоставим необходимое оружие. Но сегодня мы начинаем с введения санкций, которые помогут вам добиться мира. У законопроекта быстро появилась двухпартийная поддержка. К инициативе присоединились более 80 сенаторов. Но до голосования дело долго не доходило. Белый дом хотел сохранить контроль над санкционной политикой и дать Трампу пространство для переговоров с Москвой. Споры вызывали и предложенные Грэмом 500% тарифы против стран, покупающих российские энергоресурсы, прежде всего Китая и Индии. При этом администрация Трампа усиливала давление самостоятельно. В августе 2025 года Вашингтон ввел дополнительные 25% пошлины на товары из Индии из-за закупок российской нефти. А в октябре Минфин США ввел блокирующие санкции против Роснефти, Лукойла и ряда их дочерних структур. Параллельно законопроект Грэма переписывали в ходе переговоров с Белым домом. От идеи практически универсальных 500% вторичных тарифов отошли. В новой версии президент получает право вводить целевые пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских нефти и газа. Документ также предусматривает санкции против российских чиновников, банков, предприятий, структур военно-промышленного комплекса и так называемого теневого флота. Кроме того, в пакет включили Иран, меры против его энергетического и военного секторов. В результате документ получил название «Закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана».
Перелом наступил летом этого года. После длительных переговоров авторы законопроекта и Белый дом согласовали компромиссную версию. За день до своей смерти Линдси Грэм, находясь в Киеве, объявил, что соглашение с администрацией достигнуто и санкционный пакет, по его словам, теперь должен стать законом. Путь к завершению этой войны, путь к миру проходит скорее через Пекин, чем через Вашингтон, Киев или Москву. Китай обладает огромным влиянием. Я хотел бы, чтобы он использовал это влияние во благо всего мира. Я не думаю, что Путин уже готов к этому, но нужно совсем немного, чтобы он был готов. И чем раньше мы сможем начать диалог о мире, тем быстрее закончится эта война. Я никогда не был настолько оптимистичен, как сегодня, в том, что у нас есть формула завершения этой войны. Помочь Украине стать более эффективной в военном отношении. Дать понять тем, кто поддерживает Россию, что им придется заплатить цену, если они продолжат это делать. И попытаться найти выход не для того, чтобы унизить Путина, а чтобы закончить эту войну и дать Украине возможность выжить и процветать. После смерти сенатора его коллеги решили продолжить работу над документом уже как над частью его политического наследия. 28 июля группа республиканцев и демократов официально объявила о соглашении по новой редакции. На следующий день Сенат подавляющим большинством голосов преодолел процедурный барьер, открыв дорогу окончательному рассмотрению. В Сенате за этим голосованием наблюдал и находившийся в Вашингтоне Владимир Зеленский. После финального голосования еще не означает, что новые ограничения вступают в силу. Впереди Палата представителей, которая сейчас находится на летних каникулах. Вернуться законодатели должны в конце августа. И именно там может начаться следующий спор. Часть конгрессменов опасается не столько антироссийских санкций, сколько передачи Трампу дополнительных полномочий устанавливать огромные тарифы против третьих стран. Если Палата представителей поддержит документ, а Трамп его подпишет, Белый дом получит новый инструмент давления прежде всего на государство, через который Москва продолжает получать доходы от нефти и газа. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили совместное оборонное соглашение. Документ в Мекке подписали наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шейх Баз Шариф. Главное положение договора предусматривает принцип коллективной обороны. Вооруженное нападение на одну из трех стран будет считаться нападением на всех участников соглашения. Я думаю, работа над этим соглашением велась уже некоторое время, но было несколько ключевых факторов, которые привели к появлению этого оборонного пакта. Один из них — события после 7 октября 2023 года. И в частности, региональная политика Израиля и Ирана, их стремление изменить существующий порядок. Все это заставило другие страны региона пересматривать свою политику, подходы к взаимодействию и искать новых партнеров в сфере безопасности. Второй фактор — недоверие к американским гарантиям безопасности. При этом нужно понимать, это не альтернатива отношениям в сфере безопасности, которые США выстроили со странами региона, а скорее дополнение к ним. Соединенные Штаты по-прежнему остаются незаменимым партнером для многих региональных игроков. Но одновременно США воспринимаются как ненадежный и непредсказуемый партнер. Эксперты сравнивают этот принцип с 5-й статьей договора НАТО. При этом пока не ясно, как именно он будет действовать на практике и какую военную помощь страны обязуются предоставить друг другу в случае нападения. В Анкаре подчеркивают, что соглашение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какого-либо конкретного государства. Это очень напоминает 5-ю статью договора НАТО, в том смысле, что здесь прямо говорится, нападение на одного участника считается нападением на всех. В этом отношении сходство с 5-й статьей НАТО действительно есть. Но нам еще предстоит увидеть, как этот принцип будет работать на практике, если одна из сторон подвергнется нападению. И, вероятно, первым испытанием может стать ситуация вокруг Саудовской Аравии, учитывая недавние атаки, которым она подвергалась, со стороны хуситов, Ирана или связанных с Ираном группировок в Ираке. Поэтому, скорее всего, именно на примере Саудовской Аравии мы сможем увидеть, как этот механизм будет работать на практике. Каждая из сторон дополняет союз собственными возможностями. Пакистан обладает ядерным оружием, Турция имеет одну из крупнейших армий НАТО и активно развивает оборонную промышленность, а Саудовская Аравия располагает значительными финансовыми и дипломатическими ресурсами. Эксперты считают, что появление такого механизма коллективной обороны может особенно насторожить Иран и связанные с ним силы в регионе. Одновременно соглашение не рассматривается как замена сотрудничеству с Соединенными Штатами. Все три страны остаются партнерами Вашингтона.
Все три страны, участвующие в этом соглашении, являются партнерами Соединенных Штатов. Поэтому в определенном смысле это не антиамериканский блок. Да, страны региона испытывают беспокойство из-за непредсказуемости и ненадежности американских гарантий безопасности. Однако Соединенные Штаты по-прежнему остаются незаменимым партнером для государств региона, особенно для стран Персидского залива. Поэтому я не думаю, что США воспримут это соглашение крайне негативно, учитывая, что все три объединившиеся страны являются американскими партнерами в регионе. В определенной степени это также может соответствовать американской концепции распределения ответственности с региональными партнерами. США хотят, чтобы государства региона брали на себя больше ответственности за собственную безопасность. Таким образом, речь идет о более широком распределении ответственности за обеспечение региональной безопасности. Ирану удалось сохранить от внутреннего кризиса во время войны, заявил Масуд Пезешкиан. По его словам, власти опасались, что военные удары могут усилить недовольство внутри страны. Не мы начали эту войну. Мы вели переговоры, но они продолжали подталкивать ситуацию к войне. Конечно, многие говорят, они пришли, чтобы избежать войны, но война все равно началась. Однако начали ее не мы. По мере развития ситуации их расчет заключался в том, что страна рухнет. И они полагали, что в этих условиях смогут чего-то добиться. Но события пошли не так, как они хотели. Народ Ирана остался с нами. Даже те, кто протестовал, стиснули зубы. Нам удалось выстоять до сегодняшнего дня. И теперь, с Божьей помощью, мы станем еще сильнее и могущественнее. Пезешкиан также напомнил, что перед началом войны Тегеран вел переговоры. Накануне Дональд Трамп заявил, что боевые действия с Ираном, по его мнению, могут завершиться в ближайшее время. Состояние верховного лидера Ирана Маджтаба Хаминеи может быть крайне тяжелым. Об этом сообщает издание Iran Wire со ссылкой на два источника, близких к администрации президента Масуда Пезешкиана. По их словам, в высших эшелонах иранской власти распространяются сообщения о том, что Хаминеи находится в критическом состоянии и может умереть в ближайшее время. При этом конкретных данных о его здоровье или диагнозе источники не приводят, а официального подтверждения этой информации нет. Слухи о состоянии Хаминеи усиливаются из-за его длительного отсутствия на публике. После того, как он возглавил Иран, Хаминеи не выступал публично, а официальные СМИ распространяли лишь письменные заявления от его имени. В июле источники израильских СМИ утверждали, что он жив, находится в Иране, но получил ранение. Новые сообщения появились в момент серьезных разногласий внутри иранского руководства и переговоров вокруг Ормузского пролива. Американские СМИ также обращают внимание на фактическую изоляцию Хаминеи и усиление влияния корпуса стражей исламской революции. Пока власти Ирана официально сообщения о резком ухудшении его здоровья не комментировали. Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл с официальным визитом в Сербию. В Белграде его встретили представители сербского правительства. Главные темы переговоров с Александром Вучичем – экономическое и энергетическое сотрудничество, безопасность, а также европейская интеграция двух стран. Сам визит выглядит особенно примечательно с учетом традиционно тесных отношений Белграда и Москвы. Сербия остается одним из немногих европейских государств, которое после начала полномасштабной войны не присоединилось к западным санкциям против России. Страна по-прежнему зависит от российских энергоресурсов, а крупнейшая нефтяная компания НИС долгое время контролировалась российскими «Газпромом» и «Газпромнефтью». Однако в последние месяцы во внешней политике Александра Вучича все заметнее движение в сторону Киева и Евросоюза. Всего 3 недели назад, 15 июля, сербский лидер приезжал в Киев на саммит «Украина, Юго-Восточная Европа». Это был первый визит главы Сербии в украинскую столицу более чем за 10 лет. До этого Вучич также приезжал на аналогичный саммит в Одессу и неоднократно встречался с Зеленским в других европейских странах. В Киеве Вучич пообещал Украине дополнительную финансовую, медицинскую и энергетическую помощь, а также участие Сербии в восстановлении одного из украинских городов. Всего с начала полномасштабной войны Белград предоставил Украине около 60 миллионов евро невоенной помощи. Сербия также последовательно признает территориальную целостность Украины, включая территории, захваченные Россией, и неоднократно поддерживала соответствующие позиции на площадке ООН. В свою очередь, Украина не признает независимость Косово. Принципиально важный вопрос для Белграда. Еще одной точкой напряжения между Белградом и Москвой стали сербские боеприпасы. Россия неоднократно обвиняла Сербию в том, что продукция ее оборонных предприятий через посредников в других странах попадает в Украину. Вучич прямые поставки Киеву отрицает, однако признает, что сербские заводы продают свою продукцию покупателям по всему миру. При этом говорить о полном разрыве Вучича с Москвой пока рано. В июле в Киеве он отказался подписать декларацию, которая предусматривала дальнейшую военную поддержку Украины и усиление давления на Россию.
Белград также по-прежнему не вводит антироссийские санкции. Поэтому нынешний курс Сербии скорее выглядит как попытка постепенно сблизиться с Киевом и Брюсселем, не разрушая окончательно отношения с Москвой. Москвичи сильно испугались громкого хлопка, который днем 7 августа услышали сразу в нескольких районах российской столицы и Подмосковья. Очевидцы публиковали в соцсетях видео и сообщали о мощном звуке неизвестного происхождения. По данным российских СМИ, причиной мог стать самолет, летевший на сверхзвуковой скорости. Источник РБК, близкий к оперативным службам, заявил, что именно его пролет вызвал громкий хлопок. Эту же версию приводил телеканал 360. Авиаэксперты объясняют, при сверхзвуковом полете возникает ударная волна, поэтому резкий звук может быть слышен на расстоянии многих километров. Сообщений о повреждениях не поступало. Официальных заявлений российских властей о произошедшем пока не было. В Армении начался судебный процесс над главой Армянской апостольской церкви, католикосом Горегином II и 6 высокопоставленными священнослужителями. Их обвиняют в неисполнении решения гражданского суда о временном восстановлении в должности ранее лишенного сана епископа. В случае признания виновными им грозит до 2 лет лишения свободы. Первое заседание, однако, завершилось почти сразу. Судья взял самоотвод, заявив о возможном конфликте интересов. Дата нового заседания пока не объявлена. Процесс проходит на фоне затяжного конфликта между церковью и правительством Никола Пашиняна. Премьер требует отставки католикоса и обвиняет церковное руководство в связях с иностранными силами, в том числе с Россией. Доказательств этих обвинений публично представлено не было. Горегин II и представители церкви их отвергают. Оппоненты правительства считают дело политически мотивированным. Испанская Сеута продолжает справляться с последствиями массового наплыва мигрантов из соседнего Марокко. Особое беспокойство властей вызывает ситуация с несовершеннолетними, которые прибыли без сопровождения взрослых. Мест в центрах размещения не хватает, поэтому часть детей вынуждена ночевать на улицах. На помощь им приходят местные жители. Некоторые предоставляют подросткам временный ночлег в автомобилях и частных помещениях, приносят еду и вещи. Власти уже открыли для размещения мигрантов 2 школы и рассматривают дополнительные помещения. По данным испанского правительства, в Сеуте зарегистрированы 1342 несовершеннолетних мигранта. Мадрид рассчитывает в ближайшие недели начать перевод части из них на материковую территорию Испании, чтобы разгрузить переполненные центры приема. Ситуация резко обострилась после массового перехода границы 30 июля. По данным испанских властей, тогда в Сеуту из Марокко по суше и морю проникли десятки тысяч человек. Большинство впоследствии вернулись в Марокко, однако сотни несовершеннолетних остались в испанском анклаве. Тем временем власти Испании и Марокко усиливают контроль на границе. В СМИ и социальных сетях появились сообщения о подготовке новой массовой попытки попасть в Сеуту 15 августа. Официального подтверждения того, что такой переход действительно состоится, пока нет. Новая прическа Дональда Трампа вызвала настоящий ажиотаж в американских соцсетях. После его появления на публике в Лас-Вегасе пользователи обратили внимание. Волосы главы Белого дома выглядят заметно гуще и объемнее, чем на недавних кадрах. В соцсети X начали массово публиковать фотографии для сравнения. Одна из популярных версий – Трамп якобы мог использовать шиньон или накладку для волос. Впрочем, никаких подтверждений этому нет. Споры вокруг знаменитой прически Трампа возникают не впервые. Еще во время его первого президентского срока пользователи и американские СМИ обсуждали, настоящие ли у него волосы и чем объясняется необычная укладка. Сам Трамп тогда неоднократно настаивал, что волосы у него собственные.